Мэтью Коллинз с детства жил в роскоши и был уверен, деньги открывают все двери. Для него люди вроде Эммы Брукс, скромной уборщицы, были всего лишь частью фона, чем-то малозначительным на фоне его блестящей жизни. Однажды, движимый скукой и желанием повеселиться, Мэтью пригласил Эмму в дорогой ресторан в центре Бостона. На самом деле, он задумал выставить ее на посмешище перед своими друзьями. Эмма, несмотря на сомнения и внутренние страхи, все же приняла приглашение, мечтая хоть раз почувствовать себя частью того мира, о котором она всегда могла только мечтать. Когда она вошла в зал ресторана в своем простом платье, друзья Мэтью не стали скрывать насмешек. А в какой-то момент сам Мэтью громко сказал, что официанты, наверное, приняли Эмму за новую сотрудницу ресторана. Весь зал разразился смехом. Эмма едва сдерживала слезы. Именно в этот момент в ресторан вошел Ричард Коллинз, отец Мэтью. Совершенно случайно он оказался свидетелем происходящего. Его взгляд стал ледяным. «Извинись». Немедленно, жестко приказал он сыну. Когда Мэтью неохотно пробормотал извинения, Ричард добавил: «Завтра ты займешь место Эммы. Полгода ты будешь работать у нас в доме, убирать, мыть полы, чистить ванные комнаты. И только тогда, возможно, ты научишься уважать труд других людей». На следующий день Мэтью пришлось надеть рабочую форму и приступить к уборке. Он пытался отлынивать, но отец установил в доме камеры наблюдения. Лень Мэтью быстро раскрылась, и за каждую попытку увильнуть его ждал дополнительный штраф, больше работы, меньше свободного времени. Поначалу Эмма старалась не обращать на него внимания, но со временем заметила перемены. Мэтью стал вежливее, старался выполнять поручения как можно лучше. Однажды он даже остановился перед ней, опустил голову и тихо сказал: «Прости, я был неправ». Эмма не сразу поверила в его искренность. Но однажды Мэтью подошел к ней с неожиданной новостью. Он поговорил с отцом, и вместе они оплатили лечение ее больной матери. Они также взяли на себя покупку всех необходимых медикаментов. Эмма была глубоко тронута. Постепенно между ними возникло доверие. Мэтью признался, что влюбился в нее. Эмма попросила дать ей время, ее сердце еще не было готово полностью поверить в искренность его чувств. Когда срок его наказания подошел к концу, Мэтью вновь пригласил Эмму в ресторан, в тот самый, где когда-то все началось. Но на этот раз все было организовано по-другому. Нежная музыка, цветы на столе, заботливо подобранные блюда. Эмма, видя, сколько внимания он уделил каждой детали, впервые за долгое время по-настоящему улыбнулась. «Я не знаю, что ждет нас впереди», — тихо сказала она. «Но, возможно, мы можем попробовать начать все заново». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.